Существует такая поговорка: хозяин и собака во дворе, хозяйка и кошка в доме. Это нам вот ясно показывает, как старожилы распределяли свои обязанности по ведению хозяйства. Были мужские работы и были женские работы. Хозяин, мужчина, не обязан был носить воду, а хозяйка не обязана была задавать сено скотине. Но понятно, что ситуации бывают разные, и так жестко распределять работу бывало сложно, потому что когда-то и семья была неполная, когда-то семья была малочисленная, поэтому приходилось выполнять многие работы как бы взамен кого-то. Но вот старожилы рассказывали, что когда приехали переселенцы, у них таких строгих правил не было по распределению работ на мужскую и женскую. И однажды один из старожилов увидел, как его сосед тащит воду и говорит: «Не позорь Сибирь, не носи воду». Ну так, полушутя, полусерьезно. Но зато через какое-то время ему тоже пришлось нести воду, жена заболела, и он нес воду, и тогда уже его сосед сказал: «Ну что ж ты, сибиряк, воду-то носишь?» Ну, попеняли друг другу. Ну, хорошо, что в полушутку все-таки, не злобно. Ну, вот стирка, приготовление пищи, уборка – это, безусловно, были женские занятия. Стирка была очень тяжелым, трудоемким и сложным, а иной раз и опасным делом. Дело в том, что стирали после того, как прокипячивали белье, стирали, полоскали на реке. Ну, для этого существовали свои приспособления, они были деревянные, очень несовершенные. И старожилы говорят о том, что после такой стирки очень часто руки кровоточили у женщин. Более того, полоскать нужно было обязательно. Считалось, что белье не выстирано, если оно не прополощено. Даже носили полоскать в 40-градусные морозы. Развешивали белье в усадьбе, во дворе, на жердях. Но ничем не крепили, поэтому если поднимался буран, ветер, то белье уносило ветром. И потом бегали, искали, где это все, куда пропало. Уборка была делом хозяйки и снох, в общем, женской половины семьи. И ко всем праздникам, по субботам все всегда чистили, мыли, скребли ножами полы, потому что полы были не крашеные, всячески старались вычистить, перестилали половики, клали новые палатки, покрывала на пол, старались держать в чистоте. Это было таким очень важным и тоже очень серьезным делом. Безусловно, шитье, прядение, ткачество – это все женские занятия. Ну, как распределяли обязанности, кроме того, в семье? Вот существуют такие рассказы о больших семьях, там, где вместе жили несколько братьев. Вот это была уже очень большая семья, и там можно было разделять обязанности. Это были, например, переселенцы, они привезли с собой мать, пожилую уже, и до самой смерти все слушались ее. Это были 6 братьев и, соответственно, 6 снох. Когда мать умерла, то руководить хозяйством стала старшая сноха. Ее все слушались, и она распределяла работы. Одной снохе варить пищу, другой муку сеять, третий уборкой заниматься, четвертый там еще что-то делать. Всегда находилось чем заняться, потому что весь день проводили, в общем-то, в труде. И таким образом каждый выполнял указанную ему работу. Братья же, кто лучше занимался земледелием, отвечал за сельскохозяйственные работы, кто-то из них занимался лошадьми и машинами, а один из них был грамотный, он вел всю документацию. А его жена очень хорошо шила, и она одна умела шить так хорошо, поэтому она обшивала всю семью. Семья была большая, много было детей, и она была весь день занята. Ну, как откликаются об этой семье, жили дружно, старались
вместе вести хозяйство. Даже потом образовали свое отдельное поселение небольшое. Ну, распорядок дня был простой. Вставали рано. Обычно первая вставала мать, как говорили, с петухами, и всех будила. Ну, она, во-первых, ставила пищу приготовить, а будили не только домочадцев, но и птицу, скот. Птица считалась лучше нестись будет, если ее рано разбудить. Скот будет бодрый, хорошо будет выполнять работы. И до рассвета старались перемешать еду, зерно в мешках или в бочках. Все как-то немножко, чтобы сместило свое обычное положение. Затем, после того, как встали, умывались, начинали завтракать. Это называлось чай пить. Ну, где-то это называлось утренник, где-то завтрак, где-то чай пить. По-разному бывало. Приступали к подготовке дальнейших трапез. Летом мать с отцом сразу после завтрака уходили на поле, брали с собой старших детей, чтобы они им помогали. Вообще, надо сказать, что детей с раннего возраста приучали к труду. Девочки вязали, шили, пряли, очень много этому учились, помогали по хозяйству, помогали в хозяйственных всяких разных делах, приготовлении пищи. Мальчиков посылали в ночное. С 12-13 лет уже посылали на работы к кулакам, батрачить. Сколачивали бригады мальчишек для рубки леса. Хозяева, отцы брали с собой сыновей, чтобы те помогали им в заготовке дров, в том, чтобы отвезти в деревню домой наколотые дрова. Вот как тут не вспомнить Некрасова про мужичка с ноготка. Все это было действительно реалиями того времени. Зимой, конечно, несколько отличался порядок дня, потому что зимой хозяйственных работ было меньше, не было работы в поле или же в огороде. Но в этом случае женщины начинали с куделью заниматься, что-то шили, пряли, ткали, потому что все полотно производилось все-таки у себя в хозяйстве. Покупного было мало. Вот. Ну, и оно стоило денег, а деньги были дороги в те времена. Поэтому всех надо было отшить, привести в порядок. Занимались починкой. Затем, значит, был обед, потом поужин, потом ужин. Ужин называли еще вечерять. И, как правило, вот, сидели долго в ужин и обсуждали какие-то дела. Ну, ребятишки крутились рядом, все время слушали, что происходит. Но поскольку семьи еще были большие, то иной раз приходилось садиться за стол по очереди. В первую очередь кормили работников, мужчин. Затем шла очередь ребятишек, ну а последними обедали снохи. И вот, скажем так, порядок за столом вел все-таки отец. То есть если кто-то начинал баловаться из ребятишек, если в этот момент за столом они были, то и ели из одной большой все-таки глиняной миски, у каждого была своя деревянная ложка, и все должны были по порядку брать кушанье, которое было приготовлено. Если кто-то нарушал, то сразу же получал наказание ложкой по лбу. И надо сказать, что отца слушались беспрекословно. И даже взрослые мужчины, которые уже свои семьи имели, тоже иной раз получали по лбу такой ложкой в виде какого-то, значит, наказания. И совершенно они из-за этого не беспокоились. Они понимали, что что-то они сделали не так.